Так, трансляция у нас должна была поехать. Сейчас смотрим. Так, Телеграм, ты чё свистишь? А ну давай без этого. Да, вижу. Отлично, тогда всем привет. С вами General True, вы на моем видеоигровом канале. И сегодня мы будем продолжать проходить Super Mario Odyssey. Так, собственно, сейчас я найду только чатик. Где он у меня? На телефоне. И мы поедем. Сегодня мой голос будет немного более хриплым, чем обычно, и немного более тяжелым. Не удивляйтесь, он и так звучит очень мягко по сравнению с тем, что было последние несколько дней, так что я не думаю, что сейчас это очень страшно как-то. Так, хорошо, тогда поехали. Так, в последний раз мы здесь остановились, вроде бы мы купили Луну, если я не ошибаюсь. Так, и смотрим тогда дальше. Так, видим, здесь монетки есть. Монетки надо собрать. Так. А блин, доставай уже. Так, здесь тоже надо на водонапорной рыбе летать. Окей. Так, сюда мы вроде бы не можем. Угу. Сюда мы двигаться не можем. Окей. Значит, исследуем сейчас немножко воду на чип-чипе. Так. Хорошо, здесь монетки мы нашли. Здесь очень много тоже секретиков разных, подобных, которые были в прошлой локации. Здесь чем дальше локация, скажем так, чем ближе к финалу, тем больше всяких секретиков. Интересных и не очень. А Луна — это, конечно, апогей всех секретиков. Чуть-чуть попозже мы увидим еще Луну. Мы еще там побываем. Так, я, наверное, себе потише сделаю. А то мне что-то орет. Так. Угу. Так. Под подводной улицей. Так,
возьмем еще одного чип-чипа, попробуем спуститься туда, может быть там еще что-то есть. За Марио мы особо не посмотрим, потому что он не дышит под водой. Ага, понятно. Значит, здесь ничего нет, окей. Так. Там я вроде бы был. Здесь я еще не был. Так, здесь у нас подводный сфинкс. И здесь у нас семечко. Брысь. А если так? Приветствую вас, путешественники Шляпа. Ответьте на мой вопрос. Как называется это место? Костяной водопад, паровые сады, озеро Лемод, Пузырьен. Пузырьен, конечно. Верно, надо было посложнее вопрос придумать. Проходите. Морская сокровищница Сфинкса. Так, ну это, насколько я помню, не единственная награда. Здесь будет еще вроде бы 2 награды. Хотите услышать еще один вопрос? Посмотрим, справитесь ли вы с ним. Сколько фонтанов закупорил монстр Боузер? Мне кажется, или 4, или 5. Верно, соображаете. У меня для вас 3-й вопрос, но дадите ли вы правильный ответ? Что сделает красная рыбина, если ее зашляпить и затем стряхнуть контроллер Pro? Чип-чипнет, атакует, задрожит, плюнет водой. Задрожит пусть будет. Правильный ответ. На самом деле нет. Счастливого пути. А я хрен его знаю. Давайте зачип-чипим. Он покрутится, типа атакует. Прикольно. Да, в самом деле атакует. Я и не знал, что чип-чипом можно атаковать. Прикольно. Атакует. 3 верных ответа. Молодцы, путешественники его шляпа. У меня есть для вас особый вопрос. В каком царстве есть дом, куда пускают лишь в определенном костюме? В каком именно? В этом царстве есть дом, куда пускают лишь в определенном костюме. В курортном, наверное, в купальном, в пиратском вряд ли. В курортном.
Верно, но... Может, вы угадали? Ведь купальный костюм тоже неплохой вариант. Да и пиратский. И даже шорты. Угадали, я прав? Да, я прав. Опять отвечали на авось. Повезло вам. Мне надоело, что вы все время угадываете. Последний вопрос. Почему я здесь? Заблудился, свалился с Дори. Ради викторины. Купаешься. Конечно, ради викторины. Но откуда вы... Я просто потрясен. Все, забирайте награду и уходите. Викторина пляжного царства. Да, голос у меня, конечно, очень такой сейчас тяжелый. Так, плыви, плыви, плыви. О, я еще кое-что нашел. Давайте сразу же заберем. Мерси, Дори. Так, поплывем сразу же. Принесем семечку, сразу же ее посадим в один из горшков. Так, кто там у нас присоединился к трансляции, не стесняйтесь. Пишите в чатик. Так. Две семечки уже выросли здесь. Прикольно. Цветы. Семя в узком заливе. Так, а чтобы этот собрать, мне нужна рыбка. Без рыбки я ничего не сделаю. Так, ладно, еще сюда спущусь. Здесь жопой бахну разочек. Так, я не понял, что это такое. Я ж пытался их бахнуть жопой. Ну ладно. Так, иди-ка ты сюда, рыбка. Не плюйся. Так, хоп. Семя. Семя за покрытым ущельем, понял. Так. Хорошо, здесь я, получается, собрал, здесь я собрал. Нужно еще будет залететь сюда. Привет, привет.
Блин. Так. Зараза. Хотел посмотреть, нет ли здесь дополнительной луны. По итогу ХП потерял. Не очень приятный момент. Да, есть такое. И стример с голосом Михаила Круга. Это тоже есть такое. А, ну нормально. Хорошо, что я упал сюда. А то я точно забыл бы про вот эту вот тему. Я сюда тоже падал, когда я летел первый раз. Ты не знаешь, кто такой Михаил Круг? О, так ты совсем от жизни отстал. А я ж туда не долетел, блин. Блин, это придется заново проходить. Там еще одна луна же есть. Блин, здесь я лечу долго, а здесь я долететь не могу. Где справедливость? Долетел, отлично. Сундук в узком ущелье. Так, этот осьминожка мне не нужен больше. Можно спрыгивать. В принципе, можно прям сюда спрыгивать. Еле-еле хватило. Так. Хорошо. Так, там у нас еще не выросло наше семя. Так. Без волейбола так скучно. Давай я тебя покидаю. Так. Здесь я вроде бы все собрал. Насколько я помню. А, мне здесь, я понял. Здесь я не мог все собрать, потому что здесь мне нужна вот эта вот рыбка. Ну, точнее, это не рыбка, это осьминожек. Без него я никак не долечу. Чик.
Вполне возможно, вполне возможно. Я не знаю, если честно, когда это будет. Ну, даже если он выйдет в день рождения Hollow Knight, это будет очень хорошо. И я на самом деле не до конца уверен, что даже так будет. Потому что разработка подобных игр занимает очень много времени. А с учетом того, что там всего 3 девелопера, 3, то как бы, я думаю, понятно то, о чем я пытаюсь сказать. Капсула крутого утеса. Так. Буп. Одну пробку открыли. Щелк. Эй, вы делаете, что хотите, но игристую воду я вам не отдам. Разозлился. Еще 3 фонтана. Действуем. Это, кстати, босс. Вот это вот. Чмо. Это босс. Которого после открытия всех этих штук мы будем убивать. А, блин. Так. Где мы еще не были? Ну, здесь на дне мы, естественно, еще не были. Так, там мы собирали, да? Там мы собирали. Наверное, сейчас пересяду в Чип-Чипа. Поплаваю еще немножко. Ну, босс-файт будет попозже. Пока что надо открыть еще. Это не очень быстро. Здесь очень много всяких загадочек и всего прочего. Так. Угу. Здесь у нас загадка с луной. Здесь я уже был. Так, отстаньте от меня. Блин, вечно путаю вверх и вниз. На этом чип-чипе. Так. Здесь я уже был. Так, а как я это пропустил? Кто бы знал, да? Как я мог монетки пропустить? Так, и здесь вроде бы у нас что-то есть. Да. И босс-файтов здесь много. Это ж Супер Марио Одиссе. Ты чё? Я много боссов побеждал, правда, я обычно их с первого раза щелкал без особых проблем. Но это все потому, что я их уже проходил. Они для меня не сложные. Но попозже будут усиленные версии, там будет в разы сложнее. Это, скажем так, обычные формы. Здесь нет ничего сложного в них.
под опасным потолком. Все, не укусили меня, да? Ну все. Что поделаешь? Упустили свой шанс. Так, мне нужен еще один чип-чип. Все-таки дно мы еще не исследовали. Здесь еще много. Так, здесь. Так, надо водички попить. Так, ладно, разгадаем тогда эту загадку. Я уже не помню, как ее разгадывать, если честно. Вроде бы надо просто в трубы садиться. В определенном порядке, тогда все будет окей. А, не в определенном порядке. Здесь у нас вот такой вот уровень, я понял. А, блин. Ну, зашибись. Так. И как мне это разбить? Никак пока что, да? А, черепашка, я понял. Ага. Значит, отсюда я ничего не сделаю. Эта труба, это не то, что мне нужно. Поплыли в другую тогда. Эту попробуем. О, наконец-то. Хоп. Хоп. Тайник в донном лабиринте. Ну, это как бы вообще без вопросов было. Так, отсюда я, получается, никуда не смогу попасть. Значит, мне надо еще или в эту трубу. А желательно в обе. Нет, мы в свое время катали в Марио. Блин. Так, хорошо, это я разбил. Получается, так. А, здесь я понял, тупо монетки собирать и все. Окей. Тогда сначала соберу монетки, а тогда уже вернусь туда. Если эта труба чисто для монеток.
Хорошо, вернемся тогда туда. И все соберем. Так. Так, последнюю еще не разбил. Там может быть что-то прикольное. А разобью тоже. Нет, нифига там нету. Ни прикольного, ни хренового. Так. Угу. А как же попасть внутрь? Мне надо было влево пойти. Я понял. Мне надо было не вправо пойти, а влево с той трубы. Все, я понял. Что мне надо делать? Сейчас бы еще не сдохнуть. То у меня всего одно сердечко осталось. Вот видно, куда мне надо идти. Сокровище Донного лабиринта. Так, хорошо, здесь мы все собрали. Так, идем тогда дальше, исследовать на Чип-Чипе. Так, здесь я вроде бы ничего не вижу. В любом случае, это только первая версия этой карты. Как только мы победим босса, у нас будет секретиков еще больше, чем их сейчас. Ты, Андрей, совсем не смотрел, не знаешь? Но здесь прикол в том, что как минимум две версии карты есть. Первую вот я сейчас играю, а вторая появится, как только я уничтожу босса. Как только это произойдет, так сразу же... Так. Сундук под фужерным дворцом. Как только я это сделаю, так сразу же локация перестроится и откроется куча дополнительных возможностей, которых не было ранее. И вполне возможно, как только смогу победить финального босса, будет еще третья версия карты, но это не точно. Потому что здесь я вижу много где стоят такие металлические булыжники. И как минимум они точно пооткрываются. Это как минимум. Угу. Здесь очень много контента на каждой карте. Здесь множество секретиков, там всего прочего. Ты очень зря не смотрел. Советую посмотреть. Но я даже в тех картах, которые я прошел, я только одну полностью прошел, открыв все секретики, чтобы было понятно. В остальных я еще пооткрываю секретики, потому что я еще сам не все знаю. Мне пришлось воспользоваться подсказками для того, чтобы их понаходить. Даже в той, в которой я нашел. Потому что часто-густо просто пропускаешь. Секретики, не обращая внимания. А здесь нужно обращать просто на каждый квадратный миллиметр внимания, смотреть всегда за скалы и т.д. и т.п. Иначе попросту упустишь кучу контента.
Если бы не была такая жесткая цена на сборник Mario 3D All Stars, то я бы, в принципе, и его взял бы и начал бы проходить на стриме. Потому что серия Марио всегда очень интересная. Оп. Вылазка в нору зубастого червя. Так. Отстань от меня, трава, блин. Задолбала эта трава. Я даже с чип-чипа не хочу вылезать. Просто допрыгаю назад. Насчет Among Us я посмотрел видосы. В принципе, игра забавная. Но я не знаю, когда у меня будет время, если честно, на это дело. Может быть, и постримлю. То есть... это интересненько, но... я не знаю, когда будет время. Потому что, видишь, у меня сколько времени не было стримов. По той причине, что мне немножко хреново было несколько дней. Пока я отошел. Это короткий путь. Вот. Так что я не знаю, когда я окончательно отойду. Мне и сейчас немножечко, честно скажу, хреново. Но очень давно не было стрима, потому я и стримлю, собственно говоря. Нельзя пропускать время. Меня сейчас неплохо так подташнивает, но это, в принципе... Смотря на то, что со мной было последние несколько дней, это прям тотальная фигня. Так. Хорошо, где я еще не был? Под водой? Так, где-то здесь я еще не был. Надо рассматривать внимательно. Так. Ну вот, ты понимаешь тогда, раз ты видел всю инфу. Что я даже работать не мог. Что, в принципе, крайне странно для меня, потому что я в каком только состоянии я не работал. Если я не мог работать, это уже о многом говорит, на самом деле. Так. Угу.
Туда мы плыть не можем. Ударила меня эта колбаса. Так. Немного неудобно активируется вот эта вот крутилка шляпой. Там монетки пропустил снизу. Раскопки за ущельем. Ну, я так и знал, что он, блин, нормально не пропрыгнет. Так. Хорошо, здесь я собрал, здесь я собрал. Здесь у нас была семечка. Значит, соберем монетки. Давай, давай, удачи тогда. Так, это я делал. Так, там еще у нас это есть. Надо еще поверху походить. Вот не хочет он крутить свою шляпку. Так, ладно, пойдем туда на испытание. Че, охренела? Чуть не сожрала меня. Вообще бессовестные эти червяки. Так, плывем, 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 плывем. А, вон еще одна вижу. Так, хоп. Да ну задолбали уже эти червяки, алло. Хватит уже червяков. Лунные осколки в море.
дай мою шляпу. Так, хорошо. Идем тогда по верху. Смотрим вообще, что здесь есть. В воде мы, в принципе, почти все собрали, что было. Я несколько раз пытался достать оттуда Луну. Это безуспешно. Ах, если бы я умел бегать. Так. Здесь можно считерить, насколько я помню. Сейчас я чит-машину притащу. А, вон там еще Луна есть, туда надо залететь. Здесь много где можно читерить вот этими вот летающими осьминожками. Они прям 90% случаев, когда можно ими пользоваться. И просто это сокращает сложность задачи где-то процентов на 90, наверное. Так. Где-то вот здесь вот, да? Да. На утесе с видом на пляж. Угу. Мне показалось, что я сюда могу войти, но нет. Блин. Так, чтобы получить Луну от той дамочки, мне придется вот так идти, так отстань. Отстань от меня, говорю. Не убивай. Ну не убивай. А, мне вообще здесь придется башенку из гумб делать, да? Не убивай, говорю, блин. Да. Здесь. Здесь нужно несколько гумб. Ну и ладно. Так, здесь мне вроде бы...
Я думаю, лучше всех, наверное, собрать, если получится. Получится. И просто с этой башенкой перейти к ней. Так, отстань. Ракушка. Хоп. Красотка на побережье. Так, ну, в принципе, я и так, конечно, могу здесь пробежать. В принципе, мне даже осьминожек не нужен. Я уже столько наиграл в Super Mario Odyssey, что мне уже, в принципе, пофиг. Капсула покатного ущелья. Превосходно, осталось откупорить 2 фонтана. Так, и вон там вот сверху вроде бы капитан Тодд, если я не ошибаюсь. Так что здесь надо все-таки прилететь на этом летуне. Потому что иначе я просто не доберусь до капитана Тодда. Так. Пешком я, конечно, добежал, но в любом случае. Угу. Капитан Тодд, проснись. Алло. Какой А? Я решил вскарабкаться повыше, чтобы полюбоваться морем, и оказался тут. Рад, что ты сумел сюда забраться. Хочу подарить тебе луну, которая тут лежала. Отличная работа, капитан Тодд. Так. Хорошо, это мы забрали тогда.
Так, здесь мы забрали почти все, что могли, да. Осталось откупорить там и там. Хорошо, этим и займемся тогда. Возьмем опять осьминожку. Все-таки осьминожка здесь это топовая тема. Больше нигде подобных монстров нет. Также красиво летать мы не сможем ни на ком. Ты что, охренел? А ну не плюй своей жопой на меня. Так. А, здесь еще одна семечка. Я понял. Угу. Мне надо будет всю эту фигню устранить, я понял. Так, здесь есть водичка, в принципе. Так. Угу. Так, хорошо. Обновим действие осьминожки. Все-таки хочу ее по возможности оставить. Капсула термального острова. Блин. Нет осьминожки больше, отобрали его у меня. Ну там снизу еще есть. Если что, я кого-то смогу заполучить. Плюх. И еще один фонтан, последний. Так. Смотрим все сверху, что мы пропустили, что мы можем еще взять. Так, здесь вроде бы ничего.
Так, семечку. Я одну пропустил, а вот здесь вот есть. Так. Несем семечку. Семечку нужно посадить. И за компанию сейчас сорвем еще один цветочек, который мы садили ранее. Вон сверху видно еще что-то есть. Но я туда так просто сейчас не долечу. Возможно, вот с этой штуки надо лететь туда. Но мне кажется, я тоже не долечу. Ну, попробуем сейчас. Может быть, получится. Но я, если честно, не помню, как туда забираться. Так что может и не получиться. Цветы. Семя в океанском разломе. Так, еще один последний посадили. Из тех, которые был. Так, он туда наверх, да? Давайте попробуем с этой штуки долететь. Посмотрим, получится, не получится. Скорее всего, мне кажется, не получится. Но в любом случае, попробовать стоит. Да что такое? Что ты будешь делать? Да ёпт. Не долетаю. Ну, отсюда я тоже не долечу, мне не хватит высоты. Так, и здесь я вроде бы был, да? Да, здесь я был. И отсюда я не могу добраться повыше. А вот с этих штук, кстати, вполне могу. Так. Оп. Плюх. Так. Так, давайте тогда здесь исследуем сначала.
Идем тогда в эту сторону. Раз у нас там вход. Спокойненько себе входим, забираем монеточки. И проблем не знаем. Угу. На маяк отсюда можно только по подводному туннелю. Окей. Понятно. А, здесь еще эта штука есть. Дает. Так, 94. Почти все монетки получили. Тут начинается подводный туннель, по которому можно попасть на маяк. Так, если говорят про редкую рыбу, значит, по идее, мне будет достаточно чип-чипа здесь. Так, ныряем тогда, ищем чип-чипа. Чип-чип, здорово. Так, куда ты поплыл, блин? Иди сюда. Так. Угу. Почему меня чип-чипа забрали, непонятно. Если мне тут же дали нового чип-чипа. Типа, где логика? Я отберу у тебя старого чип-чипа, потому что новый чип-чип лучше. А почему он лучше? Правильно, потому что мы его тебе дали. А нет, ты догадался его взять сам. Так. Угу. Так, хорошо. Что у нас там по качеству? Угу. Падений у нас не было, отлично. Так, еще раз чекнем. Ага, конечно. Я так и знал, что я что-то пропустил. А вот и это что-то. Это были последние монетки. Фиолетовенькие. Так, маяк. Капсула маяка. Так, надо водички опять попить. И сейчас должен быть уже как раз таки босс-файт.
А как с ним биться, я, если честно, вообще не помню. Ура, давай сразимся за игристую воду. А, вроде бы этими рыбками надо будет остужать ему бошку. Вспомнил. Так. Перестань поворачиваться, сволочь. У меня, блин, вода быстрее заканчивается, чем я что-то могу сделать. Так. Да прекращай уже удирать, задолбал. Ёп. Как же тебя сложно, блин, убить. Привет. Да, нормально дела, конечно. На свече на чем же еще играть? Эта игра больше ни на чем не выходила. Да и тем более вроде бы в названии стрима указано, что это Nintendo Switch. Так. Я могу не замечать чат, если никто долго не пишет. Я могу отвлечься на игру. Так, иди сюда, говнюк. Сейчас я тебе покажу, кто тут батя. А ну. Что ты такой быстрый, блин? Задолбал уже удирать. Это, блин, его еще 3 раза надо по башке ударить. Угу. Так, давай уже, блин. Наконец-то я первый раз добил ему голову.
Конечно, играл. Если ты про последнего, есть полное прохождение на стриме, если что. А ты будешь стоять на месте или нет? Я понял. Когда он крутится, у него башка защищена. Так, вот. Насчет того, что дешевле, вообще это слишком сложный вопрос, потому что в разных регионах разные цены. Вот, если выбирать между Nintendo Switch и PlayStation, тут, скажем так, у каждого выбор свой. Потому что, ну, PlayStation 4 уже на данный момент является устаревшей. Потому что даже та же самая PlayStation 5, которая при не очень больших размерах будет выдавать намного больше мощности. Хотя PlayStation 4 сейчас будут продавать с огромной скидкой, это уже продаются огромными скидками, пытаются распродать все запасы. И игры на PlayStation 4 даже сейчас уже очень дорого начинают стоить, подняли их цены. И в дальнейшем еще сильнее поднимут, так что в данный момент, если смотреть с перспективы даже стоимости цен на игры, то на Switch как бы уже более приоритетно. Вот. А так, ну я получается, в Украине брал свою Nintendo Switch, но я брал ее одной из первых, и она стоила мне тогда вместе с The Legend of Zelda Breath of the Wild 10 тысяч гривен. Вот, это где-то на тот момент 1030 рублей было. Сейчас сколько там она стоит и сколько PlayStation 4 стоит, если честно, я не в курсе. Мне кажется, что Nintendo Switch чуть-чуть подороже, но в перспективе это портативная консоль, которую можно брать всегда с собой, если не брать Switch Lite. Так что фактически это два в одном. Не знаю, я не жалею, что я взял себе Nintendo Switch и не взял себе PlayStation 4. PlayStation 5, может, попозже возьму, но не факт. Вот, как-то так. Потрясающий закат. И фонтаны снова бьют. А значит, проблема с игристой водой решена. Но Боузера здесь нет. Летим дальше. Вот. Карта у нас немножечко перестроилась, и у нас появилось здесь множество разных секретиков, которых не было ранее. Блин, ни хрена себе там дождь валит. Такой звук, будто бы там просто писец. Ну, насчет губки Боба, он же и на персональном компьютере выходил, тоже можешь просто там на ПК, на ноутбуке поиграть. Да, тем более там игра не настолько большая и длинная, чтобы ради нее покупать консоль. Тем более это не эксклюзив, ничего такое. Так что брать ради нее консоль такое себе. Так. Угу. Так, здесь я уже был. Здесь я уже был. Так. В принципе, есть два варианта. Можно еще здесь побегать, пооткрывать все. Или же пойти все-таки дальше, а потом уже вернуться. Мне кажется, что будет немножко скучновато, если я, опять же, начну эту карту проходить. Я ее почти полностью прошел. Почти все здесь пробежал. Наверное, попозже вернусь на следующих уже стримах. Сейчас пойду дальше, просто покажу следующие локации. Ну, это странный, конечно, подход. Очень странный.
потому что как раз таки на ПК игры в основном намного дешевле стоят. Да и пиратка на ПК есть, если что. Я ничего, конечно, не говорил, я не поддерживаю пиратки, но все же. Для ознакомления нормальная вещь. Так, дальность полета Одиссеи увеличена. Полетим тогда в следующую локацию. Посмотрим, что у нас там вообще. Вернуться мы всегда успеем, тем более в Снежном Царстве очень интересно. Я помню отлично эту локацию. Здесь очень много всяких прикольчиков. И очень легко замерзнуть. Так у тебя есть PlayStation 4 или Nintendo Switch? Ну, Nintendo Switch я почему-то сомневаюсь, что есть. Может, PlayStation 4 есть. Так, и полетели дальше. Значит, Боузер будет угощать гостей игристой водой. А он хорошо к свадьбе готовится. Чтобы скоротать время, я прочитаю тебе описание одного из приемов. Совет путешественнику. Тройной прыжок. Чтобы на бегу прыгнуть действительно высоко, прыгните 3 раза подряд. Третий прыжок будет выше обычного. В этом приеме главное выполнять прыжки друг за другом, без задержки. Вот. Теперь почитаем про Снежное Царство. Бррр. Я от одних фотографий замерз. Написано, что там проводятся какие-то скачки, а главный приз, знаешь какой? Снежно-нежный торт. Ну, если что, я как раз-таки стримил того же Губку Боба со своего ноутбука. У меня, конечно, ноутбук, скорее всего, получше, потому что у меня все-таки среднеценового игровой ноутбук среднеценового сегмента. Но все равно. Так. Бррр, надо шевелиться. Так. Хорошо, двигаемся тогда дальше. Отсюда плохо что-то видно. Так. Так. Монетки есть. Ну, консоль будет стоить дорого. Сразу говорю, потому что на консолях очень большие накрутки. То есть игры стоят гораздо дороже, потому что как бы надо платить хорошую пеню для того, чтобы продавать свои игры в магазинах и т.д. и т.п. И это все накидывают на плечи как раз-таки фанатов. То есть, чтобы было понятно, Super Mario Odyssey, даже тот же, в который я играю, если смотреть в eShop, то есть это интернет-магазин Nintendo, то эта игра стоит 4500 рублей. Так. Чтобы было понятно, насколько это все дело дорого. Это эксклюзив Nintendo Switch. Но сейчас многие игры для PlayStation 4 уже стоят, чтобы было понятно, порядка... Так, а что я здесь могу делать? Пока что ничего, да? Порядка уже 6000 рублей. Это уже нормальная цена. 5-6 тысяч. Губка Боб я не помню, я не смотрел даже на Nintendo Switch, если честно.
Ну, где-то, скорее всего, минимум 1003 рублей. А то, может быть, даже побольше. Так. Чуть не пропустил монетки. Они так хорошо спрятались. Так. В эту воду пока что лезть не будем. Я могу в ней легко замерзнуть. Так. О, гром еще подключается. Еще только грома нам не хватало. Буду надеяться, что интернет случайно не пропадет во время стрима. То я знаю моего провайдера. Буду посматривать. Мой провайдер такой. Он любит вырубать интернет в такие моменты. Можешь просто написать nintendo.ru, там зайти в игры для Switch и посмотреть, сколько стоит, или же просто поискать губку Боба. О, Капитан Тот. И там тебе точную цену для разных консолей от Nintendo покажет. Я хотел найти теплое место, но меня засыпало снегом. Бррр. Зато я нашел Луну. Возьми. Нет, у меня за окном. У меня там ливень идет. Очень холодно и ливень. Холодно, мокро. Здесь же снежная локация, здесь грома нет. Так, угу. Вот этот камешек, который я пока что никак убрать не могу. Так, кошка Пич. Хорошо. Сюда я пока что тоже ничего сделать не смогу. Блин, я сейчас же замерзну нахрен. Ё-моё. Фу. Еле-еле успел вылезти и случайно упал в воду. Ну, зато хотя бы показал, что вообще происходит. Я-то помню это дело. И здесь надо будет в животных вылезать для того, чтобы находиться в ледяной воде. Не помню точно в кого. Но это будет чуть-чуть попозже доступно. Когда я пройду здесь босса. То я так решил немножечко полазить, посмотреть. Здесь будет нотка вроде бы. Можно будет собрать это все дело. Так, хорошо. Ой, ёперный театр. Опять случайно залез. Так, хорошо. Туда тогда не идем. Идем пока что туда, куда нам позволяют идти. Так, оп, оп. Ну да, это нормальные цены. Игры очень дорого стоят, если что. Быть лицушником очень дорого. Прям очень дорого.
Так. Собираем монетки. А Зельда вообще стоила в начале, получается, даже с учетом того, что это на Nintendo Switch при стандартной цене 4500 рублей. The Legend of Zelda Breath of the Wild стоила вроде бы 5700 или 5800 рублей. Я ориентируюсь на цены в eShop, потому что я в рублях просто покупаю это дело, когда я в eShop покупаю. Если я покупаю так, физическую копию, то я покупаю в основном в своей валюте. Если нет, то я покупаю в рублях. Потому что в рублях выгоднее всего. По крайней мере для меня получается самый низкий курс. Так. Мне надо прыгать туда, это я уже понял. Ну, хочу посмотреть, есть ли еще что-то здесь. Вроде бы ничего не вижу. Ну, а если покупать консоль, это, грубо говоря, сколько? Ну, примерно там за Nintendo Switch, ну, возьмем порядка 400-500 долларов. Плюс еще игра сверху, это где-то надо будет, грубо говоря, долларов 450-550 заплатить. Это чтобы было в универсальной валюте, скажем так. В долларах всем понятнее просто, чем рубли, гривны там и прочее. Озябск. Да блин, это стопка. Иди ты в пень. Дурацкая стопка. Упрыгала от меня. На чем именно? На Nintendo Switch? На Nintendo Switch очень много игр. Ни одна, ни две и ни три. Но да, все стоят денег, притом приличное количество денег. У входа в Озябск. Ну, в той же The Legend of Zelda Breath of the Wild я провел порядка 200, наверное, часов плюс-минус. Угу. Так, потом посмотрим на картинку-подсказку. Сохранили пока что ее. Добро пожаловать в Озябск. Да блин. Так, хорошо. А, мы, кстати, там все не скупили, что могли скупить на предыдущей локации. Ну ладно, хрен с ним. На 100 монеток. Жизнь без качек не мила. Так, ну здесь можно, кстати, луну сразу купить, чтобы не забыть. Добро пожаловать, усатый друг. Берешь, однако. Благодарствую. Так. Консоли это очень специфическая штука, которая перед покупкой нужно очень сильно обдумывать, нужно ли тебе это или нет. Я вот брал Switch чисто ради The Legend of Zelda Breath of the Wild. Вот, чистейшим образом. По итогу у меня сейчас, ну, покажу просто, чтобы было понятно, сколько у меня игр куплено на данный момент. Вот, можно посмотреть. Это все у меня купленные игры, кроме Yoshi's Crafted World, это демка. А, и это тоже демка. Все остальные игры у меня куплены. Это чтобы было понятно.
Я только часть из них проходил на стриме, часть показывал. Вот The Legend of Zelda Breath of the Wild я прохожу на стриме. Feudal Alloy я прохожу на стриме. Super Mario Odyssey прохожу на стриме. Остальное еще не проходил. Yoshi's Crafted World я подумываю купить, но так и не купил еще пока что. Вот. Embers of Mirror. В принципе, неплохая игра, но это не для стримов. Вот. Ну и так далее. Ну, смотри сам. Так. Там вроде бы, насколько я помню, если в Epic Games Store есть губка Боб, там вроде бы сейчас, я не помню до какого числа, вроде бы то ли сегодня последний день, то ли что, когда ты регистрируешься в Epic Games Store и добавляешь себе Rocket League в свою библиотеку, дают вроде бы купон на скидку на то ли 300 рублей. Нет, не 300 рублей, вру. Скидку на 650 рублей на покупку от 700 рублей. То есть можно будет еще 650 рублей сэкономить, если будешь в Epic Games Store покупать. Там внутри ужасно холодно. Без теплой одежды входить нельзя. Вот в таком виде ты точно замерзнешь, усатый, не пущу. Так. Так. Ну, Epic Games Store сейчас стал ничуть не хуже Steam, если что. Я сам начал достаточно много всего брать в Epic Games Store. Тем более там постоянные раздачи бесплатных игр. И не только. Так что советую. А там уже сам смотри, что к чему. В принципе, скидка в 650 рублей еще никому не мешала. Скажу честно. А, вот, нашел луну. Сияющий снег в поселении. Так, вроде бы все забрал. Оп. Оп. Да, какой-то... По сравнению со всем остальным, здесь снег очень низкополигональный. Я-то играл в портативке, я этого не замечал. Сейчас прям очень заметно, насколько мало полигонов. То есть идешь, смотришь на землю, на все, что вокруг тебя. И такой снег. Азябск. Точнее, азябский сундук. Так, это я все забрал. Угу. Скидок в нем фактически никаких не было никогда, но вот в последнее время они скидки завезли и вообще много чего. Мне лично очень нравится политика эпиков. Прям очень. Монстр Боузер украл у нас главный приз за победу на скачках. Снежно-нежный торт. Что еще хуже, он запечатал спуск на трек для скачек. Чтобы его открыть, нужно найти луны. Так, все хотят на трек, да? Так, хорошо, сверху мы собрали. Так, с этим мы уже говорили. Если что-то вдруг не будет получаться, то
можешь посмотреть прохождение у меня губки Боба там. Я фактически все проходил вообще, что было. Может, там буквально чуть-чуть какие-то секретики я не разгадал до конца. Вот, можешь подписаться на канал, там, чтобы не потерять его. Там целый плейлист у меня есть, можно посмотреть на канале. В плейлистах где-то должно быть. Потому что там местами очень сложно. И скинул меня. Ух ты, нехороший. Скинул меня. Блин. Так. С 90 под вроде ничего не понял, если честно. Так. Что-то мне кажется, что здесь что-то должно быть еще сверху. Не зря же здесь лестница, правильно? Кто бы сомневался. На подветренной арке. С 90 подписчиков подписан. Ну, это очень хорошо. Я просто тебя не особо видел, чтобы ты приходил на трансляции. Потому и говорю. Да блин, ты задолбал уже. Да хватит меня толкать. Фу. Так, этого я сдул вроде бы. Так, здесь побродим еще. Фу. Уходите, противные. Хоп. Луну получил даже. Ничего себе. О, а как я это пропустил? Так, ну-ка, сейчас соберем все, что можем. Там еще сверху есть одна луна. Я не знаю, если честно. То есть я вроде бы стараюсь, контент улучшаю, а народу мало приходит. Возможно, не заходит контент, возможно, не заходит формат. То есть всякое может быть. Возможно, не нравится, что я поленился, такой дешевый микрофон взял. Сейчас я с микрофона за 600 там с копейками гривен.
Кто его знает, на самом деле. Ну, я стараюсь как могу, на самом деле, но... Вот, как видишь. Потихонечку канал, конечно, расширяется, но не настолько быстро, насколько хотелось бы. Так, хорошо. Хорошо, здесь мы 1 открыли. Еще 4. 4, еще 3. 4. Так. Все, сюда я прошел. Еще 3 печати. Так, идем тогда сюда. Ну, видишь, я брал такой, знаешь, микрофон попроще, потому что, ну, особо не было возможности выкидывать большие деньги, а это сдвоенный микрофон, чтобы можно было вдвоем стримить, но как бы пока что для того, чтобы стримить вдвоем, надо времени много. И у меня, и у моей девушки, а у нее обычно времени мало. У нас всего лишь 1 стрим был совместный, и то. Она начала заниматься своими делами где-то через полчаса после начала стрима. Чтобы было понятно. Так, здесь еще что-то есть, вроде бы светится. Да, монетка. Так. Здесь аккуратненько, аккуратненько соберем. Плюх. Так. Хоп. Так, не попал. Блин, откуда оно, это свечение? Вот отсюда. Увидел. Просто обычно у стримеров микрофоны, чтобы было понятно, стоят там в районе минимум 100 долларов. До каких 100 долларов? У некоторых даже есть по 500 долларов и больше. Один только микрофон стоит, и, естественно, у них качество звука повыше, чем у меня. Упаль. Упаль. У меня такой себе обычненький, простенький микрофончик. Так. А, это лед. Блин, я боялся, что это вода, я сейчас замерзну. Но лед это еще другое дело. Ну да, конечно. А как же иначе? Снежно-нежный торт. Мы это прихватили. Боссу Боузеру с тортами обычно не везет. Но мы-то профи. Так что теперь все будет тип-топ. Так, это первая усиленная версия босса. Полюм. Это усиленная она фактически за счет того, что приходится на льду скользить. Это не очень удобно. Так. Хоп.
А это все? Так легко. Ну ладно. Ну, ледниковый период уже вышел очень много лет назад, если я правильно понимаю, о какой игре ты говоришь. Может быть, там еще что-то выходило с того момента, как я последний раз смотрел. Печать Снеговой горы. Снежной, наверное, лучше было бы. Ну ладно. Так, хоп. Посмотрим в остальных. Может быть, еще что-то есть. Так, сердечко вижу. Так, а что это у нас тут такое? Неужели это у нас Люна? Здесь был зарыт проход. Вот оно что. А я его не заметил. За Снеговой горой. И улетел. В той же The Legend of Zelda Breath of the Wild, о которой я говорю, там тоже очень много контента. Ну, точнее, там даже как. Получается, даже если проходишь босса, позволяют продолжить с того места, когда ты его убил. Короче, Ганона. Прямо перед тем, как ты уничтожаешь Ганона, дают возможность продолжить играть и открыть очень большое количество контента. Это называется вообще элементы метроидвании. То есть, когда ты, получается, в одном месте находишься, но ты не можешь его пройти, так как у тебя нет определенных способностей, там, определенных навыков, ты там не понял какую-то механику и так далее и тому подобное. Часть контента для тебя просто закрыта. Вот, позже приходишь, когда уже разбираешься в этой механике, т.д. и т.п. Вот. И проходишь эту часть карты, которая для тебя закрыта в данный момент. Это обычно называют элементы метроидвании. Так, хоп. Хоп. Четыре гумбы. О, прям отлично. Насчет шапки, мне, если честно, было лень тупо садиться и рисовать. Я вообще и сам могу нарисовать, это не то чтобы особая какая-то проблема. Мне чисто было лень. Потому что это занимает очень много времени, которого у меня сейчас почти что нет. Получил в жбан. Так. Еще один гумба здесь остался. Иди сюда.
Надо очень аккуратно на него запрыгнуть, иначе он меня просто убьет. У меня одно сердечко осталось. Бум. Так, еще с другой стороны. Так, а здесь что у нас есть? А, там сверху, понял. Бум. И... Бум. Должно упасть. Ну, если хочешь, можешь попробовать. Вот, ну, я не скажу со стопроцентной вероятностью, что я ее сразу же добавлю. Просто я в любом случае собирался себе рисовать. Так что через какое-то время я буду по-любому рисовать. То есть пример аватарки ты можешь посмотреть на канале на ютубе. Можешь увидеть, что я рисовал. Убили таки меня. Я уже как бы не новичок в фотошопе. Не, надо все-таки в гумбу садиться. Слишком скользко. Сложно пройти. Что по какой игре? Это не по игре, это, скажем так, фанарт. От, скажем так, моей бывшей фанатки. Это она мне рисовала когда-то, а я все это дело перерисовывал. Так, мне надо наверх по-любому, потому что я там пропустил монетки. Хочу их собрать. Я когда-то просто занимался немножко другим. Стримить я начал относительно недавно, а до этого я много лет занимался озвучиванием полупрофессиональным. Это сейчас я ленивая жопа, потому что я не хочу, скажем так, стримить со своей проф-аппаратуры. У меня дома стоит проф-аппаратура, которая дает намного лучший звук. Но просто там столько проводков, это капец. Там предусилитель, подставка, микрофон, поп-фильтр. Это так запарно, что это просто капец. А здесь повесил себе и просто стримишь без особых проблем. Так. Хорошо, монетки собрали тогда. Забираем луну. Шапка. А, это с этого... С Hollow Knight, то, что у меня сейчас стоит. А вообще, да по какой угодно можешь посмотреть, если ты хочешь именно на какую тематику рисовать. Можешь посмотреть сразу несколько популярных игр, там... плейлисты которых больше всего набирают просмотров. Да и можно микс, скажем так, с нескольких. Я так себе и думал. То есть сделать что-то такое универсальное, где будет много всего. Так, осталась одна печать. Это мой первоначальный план. Но даже на аватарку, чтобы было понятно, я потратил... Пока я ее рисовал, пока я ее реставрировал, как переделывал цвета, т.д. и т.п., то я потратил приличный кусок времени. Несколько часов, наверное. Блин. О, достал.
Так, хоп. Упал в ледяную воду. Блин. Отстаньте от меня, алло. Кусачки. Вы дадите мне забрать кусочек луны или нет? Кусючкины, блин. Да блин, ну куда ты меня столкнул? А! Не толкайся, сволочь. Так. Увидел, увидел. Хоп. Здесь секретик еще. Клад на ледяной стене. Так, давай, слезай. Оп. Хоп. Печать ледника. Давай, давай, удачи. Я тоже скоро буду заканчивать. Сейчас у нас стрим идет 2 часика 5 минут. Так что надо бы заканчивать, наверное. Еще очень много делов сегодня все-таки. Надо все успеть сделать. Так. Ладно, попробуем разочек пройти чемпионат. Что ты мне скажешь? Наш главный приз – снежно-нежный торт. Украли, поэтому на кону мультилуна. Однако, к сожалению, ты не сможешь за нее побороться. В скачках участвуют лишь азиатцы. Как-то я не могу получать. А, мне надо туда прыгнуть, по идее. Так, я сначала зайду сюда. Посмотрю, если я могу теплую одежду купить, я это сделаю. Так, 15 всего лишь надо. Давай, беру. Надеть сразу. Беру. Так, 20 еще есть, да? Ну, купим то, что можем, а потом уже докупим остальное. Так, еще 15 нужно. Хоп. Теперь мне не будет холодно. Так. Здесь я вроде бы ни в кого не могу вселиться. Мне надо вроде бы прыгнуть туда, чтобы иметь возможность в кого-то вселиться. И там кто-то будет. Снежный трек. О, Марио кот. Нашел.
Ждем последнего участника. Что-то долго он не выходил из раздевалки. Не выходит, точнее. Так. Нужен еще один скакун. Давайте пройдем скачки, тогда и будем на этом заканчивать. Так. Так, хорошо. Что такое? Ни за что не пойду на скачки. Все так хорошо скачут, а я точно проиграю. Пусть вместо меня идет кто-нибудь другой. Не хочу на скачки. Так, вроде бы я могу в него вселиться, и здесь мне будет проще все это дело пособирать. Но это не точно. Наконец-то можно начинать скачки. Снежно-нежный торт украден, так что главный приз — мультилуна. Ты готов к скачкам, юноша? Давно мы чемпионат не проводили. Для начала как следует разомнись. Это хорошо. Я сейчас как раз скачки прохожу, и тогда буду заканчивать стрим. Так что сейчас достаточно интересный кусочек будет, как я буду пытаться проходить эти скачки. Я помню, как я их проходил, когда первый раз проходил. Это был полнейший ужас. Понятно. Тут получается, чем больше припрыжка, тем больше скорость, во-первых. Во-вторых, тем сложнее управлять. Понятно. Ага. А вот эта вот штука снег просто сразу скидывает всю скорость. Понял? Так, хорошо, закончить разминку. На старт. Зачем? Это же жутко не полезно. Так, так, я побеждаю.
Так, я пока что побеждаю. Неужели я с первого раза пройду? Это как бы вообще... Не бывало еще такого. Но это, возможно, и заслуга еще нового геймпада тоже может быть такое. Что мне проще управлять. Потому что он более точный, чем оригинальные джойконы. Да, с первого раза прошел. Неплохо. Я не помню почему, если честно. То ли... Нет, не буду говорить, я точно не помню почему. Лучше ее сварить, это однозначно. Хо-хо, порадовал старика. Отныне тебя будут звать Снежная Пуля. Молодчина ты, однако. Заслужил мультилуну. Чемпионат по азиатским скачкам. Так, отлично. Стримчик у нас идет 2 часа 15 минут. Как раз то, что нужно. Получается, первый раз мы это все дело прошли. Как мы видим, карта у нас поменялась. Солнце выглянуло. И у нас появилась куча всякой всячины, которую мы можем проходить. Вот, ну будем уже проходить на следующих стримах. Не знаю, на следующем, может быть, пройдем еще раз эту локацию, может, пойдем в следующую. Посмотрим, как оно будет. Все-таки я несколько локаций уже оставил достаточно давно. Может быть, в них вернемся. Не знаю, посмотрим. В общем, контента еще очень много. Еще хватит где-то стримов на 8, я думаю, точно. Так что буду тогда заканчивать. Всем спасибо, кто Всем спасибо, кто пришел на трансляцию. Также всем спасибо, кто будет смотреть в записи. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Собственно, есть YouTube, есть Twitch. На YouTube весь контент, на Twitch только стримы. Есть ВК, есть Telegram, где будет информация по стримам. Так что туда тоже можете обязательно подписываться. Ну и на этом у меня все. Еще 2 слова по поводу следующего контента. Буду в скором времени снимать как раз таки Unravel в виде летсплеев, то есть в том же виде, в котором выходил Eternal Hope на канале. Вот, можно будет посмотреть еще Unravel. Он победил в голосовании в группе ВК, так что... Да, голосование в группе ВК тоже проходит за следующие игры, за следующие летсплеи, за следующие видосы, которые будут выходить, монтажный контент и так далее и тому подобное. Да, Кьюбайта я знаю, смотрю его видосы, очень прикольный чувак. Вот. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо, всем удачи, всем пока, до скорого, до следующего видоса или стрима. Пока.